Всем здравствуйте! Сегодня предлагаю вам связать вот эту модель пинеток. Об этих пинетках меня спрашивали и просили показать, как их вязать. Вязание этих пинеток начинается сверху, вяжется манжет, затем вяжем мысочек пинеточки, после чего провязываем бортик. Затем вяжется подошва пинетки. И вот в этой части закрываются петельки. И на этом вязание пинетки окончено. Длина подошвы 9,5 сантиметров. Кого заинтересовала эта модель? Давайте приступим к вязанию. Набираем на спице 38 петель. 3 петли, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 петель набрали. Проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 38 петель. Теперь эти петли нам надо разделить на 3 спицы. Распределять петли будем в такой последовательности. 12 петель наберем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. Здесь оставим на средней спице, отделим 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 петель. И здесь у нас должно остаться 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. Теперь петли замыкаем в круг. Замыкаем в круг, и первый ряд будем провязывать изнаночными петлями. Подтягиваем ниточку. Продолжаем вязать изнаночные петли. Вязать будем по кругу. Провязали первые 12 петель. Теперь у нас идут 14 петель здесь на спице.
Провязываем их. Переходим на третью спицу. Здесь у нас также 12 петель. Так, довязываем. Последняя петелечка. Здесь надо подтянуть ниточки, чтобы поплотнее петелечки легли друг к другу. Второй ряд вяжем лицевые петли, подтягиваем ниточки. И вяжем по кругу лицевые петли. Сейчас у нас средняя часть. Здесь на спице 14 петель. И третья спица вяжем также лицевыми петлями. Последнюю петелечку провязываем, подтягиваем потуже петельки. Провязали 2 ряда. Первый ряд и все нечетные ряды будем вязать изнаночными петлями. Второй ряд и все четные ряды будем вязать лицевыми петлями. Так у нас будет получаться платочная вязка, вязаная по кругу. Всего нам надо провязать таких рядов 40. Здесь провязано 40 рядов. Продолжаем вязать. И когда будет на спицах провязано 40 рядов, затем продолжим вязание вместе. Провязали манжет пинетки. Надеюсь, сложностей в вывязывании у вас не было, так как здесь чередуется изнаночный и лицевой ряд, которые вяжутся по кругу. Давайте промеряем, сколько в сантиметрах это получилось. Примерно 8 сантиметров. 8 сантиметров получается. Провязано у нас здесь 40 рядов. Посчитаем давайте изнаночные дорожки, сколько у нас здесь провязано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 изнаночных дорожек провязано. Вяжем 41 ряд. В этом ряду надо провязать 2 петли вместе изнаночной петлей. Подтягиваем петелечку, делаем накид. Снова вяжем 2 петли вместе изнаночной петлей. Делаем накид.
Повторяем 2 петли вместе, изнаночный накид, накид, 2 петли вместе, изнаночной, накид провязываем, 2 петли вместе, изнаночной провязали и делаем накид. Теперь продолжаем на второй спице. Вяжем изнаночные 2 петли вместе, делаем накид. И так продолжаем вязание по кругу. 42 ряд. В этом ряду надо все петли и накиды провязать лицевыми петлями. Продолжаем так вязать по кругу. Сорок третий ряд. Вяжем изнаночными петлями. Все петли будем провязывать изнаночными. Продолжаем так вязать по кругу. Провязано у нас 43 ряда всего. Мы сформировали с вами дырочки для шнурочка. Количество петель на спицах у нас не изменилось. 38 петель всего у нас. Теперь нам надо еще провязать 2 ряда. 44 вязать лицевыми петлями и 45 ряд провязать изнаночными петлями. Провяжите, пожалуйста, их самостоятельно, эти 2 ряда, а затем продолжим вязание вместе. Провязали 2 ряда. Теперь у нас по счету идет 46 ряд. В этом ряду вяжем лицевые петли и будем распределять на средней части, там где у нас расположено, находится на спице 14 петель, будем вывязывать вот такой узор. Здесь на спице у нас 12 петель. Провязываем их лицевыми петлями. Провязали. Теперь у нас средняя спица, на которой находится 14 петель. Значит, первую петлю будем провязывать лицевой петлей. Затем вяжем 3 изнаночные петли. Шесть лицевых петель провязываем. Три изнаночные петли. В конце ряда кромочную я буду провязывать лицевой петлей. Вы же можете провязывать изнаночной, как вы привыкли. Я немножко по-другому кромочную петлю делаю. Так сказать, не совсем по правилам. Снимаю кромочную петелечку. Это получается, мы здесь будем вязать поворотными рядами среднюю часть. Повернули вязание.
Это изнаночная сторона работы будет у нас. Здесь вяжем 3 лицевые петли. Далее 6 изнаночных петель идут. Три лицевые петли. И кромочная петля. Провязывайте так, как вы привыкли ее провязывать. Повернули вязание. Это у нас получается, мы провязали 2 ряда мысочка. Теперь будем вязать 3-й ряд. В этом ряду мы будем петли менять местами. Кромочную сняли. Вяжем 3 изнаночные петли. Теперь нам надо вот эти 6 петель поменять местами. Первые 3 снимаем на дополнительную спицу. Оставляем впереди вязания. Провязываем 3 петли лицевыми. Те, что на левой спице остались, провязали мы их. Теперь провяжем 3 лицевые петли, что мы сняли на дополнительную спицу. Итак, мы с вами поменяли петли, провязали жгутик такой. Дальше у нас идут 3 изнаночные петли и кромочная петля. Поворачиваем вязание. Это у нас 4-й ряд работы. 3 лицевые, 6 изнаночных. Три лицевые, кромочная петля. 5-й ряд работы. Кромочную снимаем, не провязывая. 3 изнаночные, 6 лицевых, 3 изнаночные, кромочная в конце ряда, 6-й ряд, 3 лицевые, кромочную сняли, 3 лицевые, 6 изнаночных, 3 лицевые, кромочная петля. 7-й ряд, кромочная, 3 изнаночные, 6 лицевых петель, 3 изнаночные, кромочная петля. 8-й ряд, кромочную снимаем, 3 лицевые петли, 6 изнаночных,
3 лицевые петли, кромочная петля. Теперь будем вязать 9 ряд. 9 ряд нам надо провязать так, как мы провязывали 3 ряд. То есть в этом ряду мы будем менять петли местами. Кромочную снимаем, 3 изнаночные, теперь берем 3 петли первые, снимаем на дополнительную спицу, оставляем перед работой, вяжем 3 петли на левой спице, провязываем их лицевыми петлями. Затем провязываем петли с дополнительной спицы. Провязали 3 лицевые. Далее у нас идут 3 изнаночные петли. И 1 кромочная петля. У нас начинает формироваться жгутик наш на мысочке пинетки. Мы сделали здесь в 3-м ряду перемещение петель и в 9-м ряду. Давайте посмотрим, сколько раз повторялось перемещение петель на мысочке пинетки. 1 раз, 2, 3, 4 раза. А у нас провязано на данный момент 1 раз и 2 раз мы сделали перемещение петель. Значит, нам надо повторить еще 2 раза, и повторять надо с 4 по 9 ряд. Провяжите, пожалуйста, еще 2 раза с 4 по 9 ряд. В данный момент провязан ряд, в котором петли перемещали местами. Теперь провяжем еще 1 ряд. Это изнаночная сторона работы. Кромочную снимаем. 3 лицевые петли. 6 изнаночных провязываем. Три лицевые, кромочная петля. Повернули вязание. Провяжем еще 1 ряд с лицевой стороны. Кромочную снимаем. 3 изнаночные. 6 лицевых петель. 3 изнаночные петли и кромочная петля. На этом вывязывание мысочка окончено. По ходу вязания хочу сказать несколько слов об увеличении размера пинетки. К примеру, вам надо связать больший размер. Значит, можно провязать несколько рядов, продолжить вязание мысочка пинетки. Если же и этого будет недостаточно, да, например, вам узко будет в области манжета, значит, можно изначально тогда добавить не 38 петель, а 40 набрать петель и по 1 петле добавить еще на боковые части пинетки.
Здесь у нас 12, у вас будет там 13 петель, к примеру, да. Вот. И так тоже увеличится размер пинетки. Если возьмете пряжу немножко толще, будет в 100 граммах будет там меньшее количество, метраж. За счет этого тоже увеличится размер пинетки. Возможно, вам тогда и не надо будет добавлять петли и довязывать, продолжать вязать мысочек пинетки. Достаточно будет той длины. Если же кто хочет наоборот уменьшить размер пинетки, значит изначально надо набрать меньшее количество петель. К примеру, здесь уменьшить по одной петле на боковых частях. С этой стороны и с этой стороны на одну петельку убрать меньше. Если этого тоже недостаточно, можно убрать на мысочке. Здесь провязывать вместо 3 петель оставить 2 петли. Значит, получается, изначально вам уже надо тоже уменьшить количество петель. Вот смотрите, здесь одна петля, здесь одна петля выпадает, не будет ее. На боковых частях пинетки по одной петле, значит, получается, вам уже на 4 петли надо набрать меньше. Вместо 38 набираете 34 петли. На боковых частях здесь можно еще по 2 петли уменьшить. И таким образом, значит, получается, еще вам надо меньше набрать петель, там 32 петли. Естественно, тогда вам надо будет мысочек на пару рядов провязать короче. И там уже вот сами смотрите и регулируйте, какой длины вам надо провязать этот мысочек. И тогда смотрите, каких размеров получается у вас изделие. Если оно вам подходит, вы оставляете без изменения, продолжаете дальше вязать. Изменяя количество набора петель и количество провязывания рядов, вы можете изменить самостоятельно размер пинетки. Возможно, вам и придется распустить и перевязать снова, начать вязать пинеточку, но зато вы получите затем желаемый результат, тот размер пинетки, который вам нужен. А сейчас продолжим вязание. Нить от клубка у нас находится с левой стороны. Повернули вязание. Вот мысочек у нас повернут изнаночной стороной к нам. Берем крючок, вводим его под петельку, кромочную петелечку, которая у нас провязана. Вот они у нас провязаны лицевыми петлями. И вытягиваем петельку. Одеваем на спицу. Подтягиваем ее немножко, петлю, пряжу. Следующая петля. Также вытягиваем петелечку крючком. И так мы будем продолжать поднимать петли. Вот из этих кромочных поднимаем 11 петель. Продолжаем. Набрали 11 петель. Поворачиваем вязание. Мысочек смотрит лицевой стороной к нам. Теперь смотрите, когда мы начинали вывязывать мысочек, мы этот ряд провязывали лицевыми петлями. Теперь и с этой стороны нам надо провязать лицевые петли.
Вяжем лицевые петли. Провязали. Теперь будем вязать ряд изнаночными петлями. Провязали 12 изнаночных петель. Теперь нам с правой стороны также надо поднять 11 петель. Посчитаем кромочные: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Первую петлю будем поднимать вот с этой петельки. Подняли первую петелечку, одеваем ее на спицу. Теперь смотрим, у нас вторая петля, вот она. Поднимаем также петелечку и одеваем на спицу. Подтягиваем пряжу, следующую. И так поднимаемся по кромочным вверх. Набирая петли при этом. Так, считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 11 петель. Набрали 11 петель. Поворачиваем вязание. Продолжаем вязать изнаночные петли. Провязываем петли мысочка, вяжем боковую часть пинетки изнаночными петлями. Продолжаем так вязать до конца ряда. До поднятия петель по бокам мысочка мы вязали на 3 спицах. В дальнейшем вязать на 3 спицах будет неудобно. Я распределила их на 4 спицы. Смотрите, распределить я хочу вот таким образом. Значит, с одной стороны я уже провязала 6 петель. А теперь взяла со второй спицы тоже 6 петель, которые мне надо еще провязать. Получается, здесь на этой 4 спице у нас будет находиться как петли, которые заканчивают круг вязания, и петли, которые начинают наше вязание. Так что здесь надо, когда будете провязывать, внимательно смотреть на петельки. Вот в данный момент у меня все петли провязаны изнаночными петлями. Теперь у меня начало вязания будет лицевыми петлями. И получается, вот эти 6 петель мне надо провязать лицевыми петлями.
Затем, когда я буду заканчивать ряд, провяжу вот эти 6 петель, да, уже следующие 6 петель мне надо будет провязывать изнаночными петлями. Продолжаем вязать ряд лицевыми петлями. Всего у нас на спицах находится 60 петель. Продолжаем так вязать вот до этого места. Вяжем лицевые петли. Вот вязание наше продолжается на 4 спице. Вяжем лицевые петли. Вот провязали мы 6 петель лицевые. Теперь надо вязание продолжать. Получается, у нас начинается новый ряд. И вязать надо изнаночные петли. Итак, мы начали вязание бортика пинетки. В данный момент нам надо провязать ряд изнаночными петлями. Вместе с этим рядом всего нам надо провязать 8 рядов, чередуя изнаночные и лицевые ряды. Продолжите вывязывание бортика самостоятельно. Закончили вязание 8 ряда. Теперь следующий ряд у нас вяжется изнаночными петлями. Петли боковой части также провязываем изнаночными петлями. Подошли к петлям, на которых вязали мысочек пинетки. Их было у нас 14. По 2 петли я убрала на правую спицу и 2 петли на левую спицу. В данный момент на этой спице осталось 10 петель. Эти 10 петель будут принимать участие в вывязывании подошвы пинетки. Первую петлю провязываем изнаночной. Дальше вяжем также изнаночные петли. Остается 1 петля. Снимаю не провязанную. Петлю на левой спице разверну. Возвращаю назад. Сюда одеваю же петлю
что не провязанная у нас была. И теперь провяжем 2 вместе лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Второй ряд. Петелечку снимаем, не провязывая. Дальше петли буду вязать лицевыми. Остается одна петля. Снимаю ее, не провязывая. Одеваю на левую спицу и будем провязывать 2 вместе изнаночной петлей. Повернули вязание. Повернули вязание. Первую петлю снимаю, не провязывая. Так как у нас подошва вяжется поворотными рядами и петли на лицевой и на изнаночной стороне вяжутся лицевыми петлями, значит, этот ряд мы вяжем также лицевыми петлями. Теперь остается одна петля. Снимаем ее, не провязывая. Берем петлю с левой спицы, повернули ее, вернули непровязанную петлю на левую спицу и вяжем их 2 вместе лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Снимаем, не провязывая. Дальше лицевые петли вяжем. Остается одна петля. Переносим ее на боковую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Еще раз провяжем. Снимаем петелечку, вяжем лицевые петли. Одну петлю разворачиваем, переносим и провязываем 2 вместе лицевой петлей. Провязываем 2 вместе лицевой петлей с лицевой стороны работы. Изнаночная сторона работы. Петли вяжем, кромочную сняли, петли остальные вяжем лицевыми. Остается одна петля. Одеваем ее на левую спицу и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Это изнаночная сторона работы, и поэтому мы здесь провязали изнаночной петлей.
С лицевой стороны у нас вот будут получаться вот такие дорожки, лицевые дорожки. Вот такие на готовом изделии. Так продолжаем вязать подошву, вывязывая петли, которые расположены на боковых частях пинетки. А затем продолжим вместе. Закончились петли у нас по боковым частям пинетки. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. На этой спице у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. Значит, нам надо еще провязать убавление. Значит, вот эту одну петелечку, где у нас 12 петель, мы ее сняли, и сейчас провяжем 2 вместе. Одну снимаем, вяжем лицевые петли, и теперь провяжем вот эту одну петельку, которая у нас лишняя. Вяжем 2 вместе лицевой. Повернули вязание, кромочную сняли, вяжем лицевые петли, и возьмем одну петелечку, где у нас 12 было петель, мы считали с вами. И провяжем 2 вместе изнаночной. Теперь у нас осталось одинаковое количество петель. Здесь 10 и здесь также 10. И теперь мы будем провязывать по 2 петли вместе. Будем провязывать их лицевыми петлями. Берем спицу, вводим в первую петелечку и во вторую. И провязываем 2 вместе. Сняли в первую и во вторую петельку. И будем закрывать. Перебрасывать вот так. Теперь дальше вяжем 2 вместе и перебрасываем. Получается, мы закрываем петли. Снова вяжем 2 вместе лицевой петлей. И перебрасываем петелечку. Провязываем 2 вместе лицевой.
и закрыли петельку. Две вместе провязываем лицевой, и теперь 2 петли на левой две петли, что находятся у нас на правой спице, мы закрываем вот так, перебрасываем. Закрываем петельки, продолжаем. И последняя пара петель. Провязываем 2 вместе лицевой петлей. И закрыли. Отрезаем нить, оставляем маленький хвостик. Вот такая подошва у нас получилась. Сейчас сейчас продену хвостик ниточки в иголочку и выведу его на изнаночную сторону. И этот хвостик надо тоже спрятать будет. Спрятали ниточки, одели шнурочек. Можно вязаный, можно ленточку сюда одеть. И вот такие пинетки у нас получились. Спасибо за просмотр.